Привет, друзья мои! Сегодня у нас будет сборка букета. Я обещала, что я сниму обязательно этот процесс. И вот я уже все на столе приготовила. Здесь веточки вишни. У меня здесь 3 веточки. Несколько ранункулюсов, листья ореха, веточки и парковые розы. 5 штук. Букет мы будем создавать вот в такой кружке. Я ее заблаговременно уже заполнила монтажной пеной. Посмотрим, сколько всего у нас войдет в эту кружку. Будем так достаточно объемно ее наполнять. Как правило, цветов я леплю всегда с запасом. Ну, то есть вот леплю сколько хочется, а потом приблизительно, да, вот леплю, а потом уже смотрю, сколько это все будет входить. Как правило, у меня входит все. Но сегодня посмотрим по ситуации. Может быть, ранункулюсы нам понадобятся не все. А может быть наоборот, ранункулюсы все, а парковые розы не все. Вот, вишня точно вся будет, потому что это самая такая часть аппетитная, вишенка на торте. И листочки ореха тоже посмотрим, сколько понадобится. Вот, сейчас я буду показывать, как собрать такой букет. Всем приятного просмотра. Всем удачи! Вам еще понадобятся кусачки, чтобы срезать лишние куски проволоки, укорачивать стебли. Также понадобится либо какая-то острая палочка. Я использую острый стек. У меня специально для этих целей. У меня таких стеков несколько было куплено. Я вот использую, чтобы прокалывать. То есть мы стебли не будем сразу вот с вот этими стеблями протыкать пену. Мы будем чем-то острым сначала протыкать, и потом туда уже вставлять стебли. Вот. И вот эту лишнюю пену нужно срезать. Я для этого использую канцелярское лезвие. Аккуратно, просто по кругу его удалим. Лишний кусок пены я имею в виду. Так. И вот эти части тоже, чтобы они потом не торчали. Еще понадобится нам сизаль. Я покажу, как закрыть пену, чтобы это красиво смотрелось в букете. Вот все сразу не положила, и теперь вот буду вспоминать вот поэтапно. Вот так, то есть срезаем излишки. Ну, чтобы так более-менее было ровно. Я думаю, что понятно, да? Вот. И теперь вот здесь сверху нужно чем-то укрыть, чтобы в промежутках между цветами не видно было вот эту монтажную пену. То есть нужно сделать максимально эстетично, чтобы все это имело красивый вид, товарный вид. Поэтому сейчас будем использовать сизаль. Для тех, кто не знает, сизаль — это вот такое волокно, натуральное растительное волокно, высушенное, окрашенное. Я использую в качестве декора, закрывать основы, либо это флористическая губка, если в каких-то других емкостях. Вот в таких емкостях удобно использовать пену и закрывать ее. Можно использовать стабилизированный или искусственный мох. Ну, то есть я рекомендую чем-то вот здесь закрыть. Я использую сизаль. Мне она очень нравится. Симпатичная. Она, конечно, сыпется вся, когда мы будем отрывать. То есть вот нужно вот от этого общего куска отделить какую-то часть. Где-нибудь взяться так вот, чтобы
там даже листья какие-то засохшие в ней. И вот какую-то часть нужно просто будет от нее вот оторвать. Вот. Вот такие волосы длинные. Сейчас мы все это будем моделировать аккуратно. Оставшуюся убираем. Я вот этот моток покупала достаточно давно. И вот этого мотка хватает, ну, на большое количество букетов. Если особенно букеты у вас небольшие. Вот здесь потом весь мусор. Все это нужно будет аккуратненько собрать, убрать. Почистить рабочее пространство. Вот, а сейчас вот эту сизаль нужно так вот ее распределить. Распределить ее и подоткнуть ее туда в края вот монтажной пены. Я какой-то другой инструмент сейчас возьму. Вот какую-то такую плоскую лопаточку пластиковую можно взять, чтобы туда ее подоткнуть. Главное не испортить при этом монтажную пену, просто подоткнуть под края. А здесь она будет держаться хорошо за счет того, что мы туда стебли будем вставлять. Это такой вот один из способов. Вы можете какой-то другой использовать способ, если какой-то знаете более удобный, то, пожалуйста, используйте. Ну, вот это мой способ. Я использую сизаль. У меня такой творческий процесс. Вот. И вот эти кончики, сейчас все, которые торчат наружу, мы им сделаем модельную стрижку. И будет хорошо. Вот она достаточно теперь хорошо там держится. И посмотрите, вот пена вся закрыта. Хотя мы использовали такое совсем маленькое количество сизали. Но оно все хорошо и симпатично. Вот мне нравится такой светло-зеленый оттенок. Он ненавязчиво хорошо в букетах будет смотреться. И сейчас вот здесь все просто так ножницами аккуратненько подровняем. Если вам хочется, чтобы торчало, это тоже интересно достаточно. Можно оставить и чтобы торчало. Но я уберу, чтобы все-таки торчало, но не сильно. Вот и все. Больше ничего такого лишнего сильно не торчит. И все, теперь можно очищать рабочее пространство. И я расскажу, как в дальнейшем будет съемка происходить. То есть я не буду показывать весь процесс со своими долгими размышлениями, куда что вставить, какую деталь, как там это. То есть я буду показывать уже, ну так, отрезками, как что у меня где вставляется. Ну и, конечно, это будет все с моими пояснениями. То есть весь процесс сборки снимать нет никакого смысла, иначе у нас видео будет полный метр в стиле Тарантино. Поэтому вот так будет все отрезками. Перед сборкой хочу дать несколько рекомендаций по поводу составления композиции. Если у вас, допустим, 3 каких-то одинаковых элемента планируется вставить в букет, например, у меня 3 веточки вишни. Если мы просто будем вставлять их как-то вот все отдельно друг от друга, может быть, это не будет очень гармонично смотреться. Поэтому во флористике есть одно такое правило. Если у вас 2 одинаковых каких-то элемента, допустим, в букете, то их рекомендуется делать вместе, близко друг к другу.
не в разноброс делать их. Например, если у вас 2 ранункулюса или 3, да, то хорошо будет смотреться, если 2 поставить вот вместе рядом друг с другом и 1 уже где-то отдельно. И по поводу вот таких вот элементов, как вот такие веточки длинненькие с какими-то вот такими крупными объектами, то вот вишню мне хотелось бы сделать вот 2 веточки где-то вместе и 1 потом где-то вот уже, может быть, она будет чуть выше и отдельно. Ну, сейчас будем смотреть по ситуации. И вишню, первые 2 веточки я хочу размещать с краю. То есть это будет не по центру вот так вот между цветов всех воткнуто, а где-то с краю, чтобы можно было ее вот изогнуть, веточку, чтобы она как будто бы вот немножко свисала с кружки вниз. Поэтому сейчас вот я попробую так смоделировать. Выберу веточку, какую бы я там хотела. Так. Наверное, вот эти 2 веточки я хочу сделать. Так, смотрим расположение. Угу. Вот видите, здесь вот очень много такого процесса, где я сама с собой вот рассуждаю, размышляю, придумываю, поэтому нет смысла это все снимать. Это будет очень долго, если все это снимать. Но я так периодически, то есть буду показывать, что у меня в процессе получается. А дальше, в любом случае, сборка букета — это ваш творческий процесс, индивидуальный такой. Вот здесь вот стебли, конечно, длинные, надо его, этот стебель, укоротить. Примеряю приблизительно, где бы мне хотелось видеть эту ветку. Ну, где-то вот как-то, наверное, вот так. Чуть ближе. Вот определитесь, где у вас будет лицо. У букета вот я люблю делать, чтобы было лицо. Это когда, ну, это самая такая красивая часть, которой будет букет стоять к наблюдателю, да. Вот, допустим, вот я люблю, чтобы ручка была сбоку, либо справа, либо вот так слева. Но сейчас я хочу сделать, чтобы она была справа. Вот так. То есть вот 2 ветки вишни я сделаю с левой стороны, ближе к переднему плану, чтобы она была как бы сбоку, но чуть-чуть выходила вперед. Так, обрезаем длину. Сначала обрезаем немного, примеряем. Угу. То есть это где-то, да, вот, наверное, даже можно сделать чуть короче. Да, это будет как-то так. И теперь прокалываем то место, куда мы вставим первую ветку с вишней. Чуть спереди, да? То есть вот где-то, наверное, вот так. Вот так прокололи. Пена очень хорошо держит стебли. Не я одна, кстати, использую монтажную пену. Есть мнение некоторых людей, что монтажная пена быстро испортится. Через пару лет она раскрошится и так далее. Я хочу опровергнуть эти идеи. Монтажная пена служит прекрасно. Есть еще мастера, которые работают более чем 10 лет с монтажной пеной, и все букеты целые, и ничего не крошится. То есть и мои покупатели также не жаловались, поэтому монтажная пена, если она укрыта и стоит в помещении, она простоит очень долго. Действительно, ничего с ней не сделается. Но главное выбрать хорошую монтажную пену. Не используйте, например, момент монтаж. Вот мне она не понравилась вообще. Она ведет себя отвратительно в работе. Вот. И теперь вставляем туда веточку. Очень туго вставляется и очень надежно держится. Вы потом вот, ну никак она не выпадет оттуда, потому что пена, она вот раз и вот фиксирует стебель. Можно туда его даже поглубже
использовать можно какой-то инструмент, чтобы себе помочь. И вот даже я ее немножко туда еще вот так загну, наверное. Или не обязательно так сильно загибать. Вот вставили первую ветку. Дальше сейчас посмотрим по ситуации. Вторую вот тоже, наверное, вставлю сразу же. Тоже вот я ее вот так укорочу. Угу. И как-нибудь красивенько так вот ее изогнуть. Чтобы букет смотрелся более живой, чтобы не возникало такого ощущения, что это все искусственное какое-то, да. Поэтому вот эти стебли, они на то и сделаны все на проволочках, чтобы можно было создать им живой вид за счет вот этого изгибов всех, как в живой природе. Не делайте свои цветы статичные, то есть все это прекрасно гнется. Придавайте какую-то живую форму, и это будет смотреться максимально реалистично. Я хочу примерить веточку. Вот здесь сзади я ее тоже ставлю. Но прежде чем вот вставить эту веточку, я хочу сюда какой-то листочек еще подсунуть под низ. Так, можно даже маленько короче. Угу, вот сюда. Это тоже листья ореха изгибаются. Вот таким образом все гнется прекрасно. Все-таки, наверное, получится опять длинное видео, чего вот я не хотела, конечно, делать, чтобы сильно длинно, но, видимо, по-другому у нас не получится. Да, вот сюда я хочу вставить сначала листочек, а потом туда уже вишню добавить. Так, листочек. В любом случае, мой вариант сборки — это, опять же, ну, мое собственное видение, да. Вы можете собирать, безусловно, по-своему, так как вы это видите. Можно букеты не делать какими-то такими объемными шапками. Ну, не все так любят. Кому-то нравится по-своему делать. Поэтому я прошу вас, чтобы вы делились своими какими-то результатами, потому что мне это все очень интересно, что у других получается в результате вот мастер-классов моих. То есть мне хотелось бы видеть, что у вас в итоге получается. Поэтому мне в социальные сети можете отправлять свои работы. Я с радостью их опубликую, если, конечно, вы захотите. Вот, теперь вот сюда, видите, да, вот у нас там снизу листочек. Зелени в букете много не бывает. Это вообще золотое правило. Зелень никогда не повредит букету. И вот сюда же я вставлю еще одну, вернее, веточку вишни. Так. Сейчас я ее как-то красиво загну. Так, где я там поколола? Опа. Так. Вот. Так. И теперь моделируем. Вот у нас две первых ветки вишни. Пока что это так. И теперь я сейчас буду размышлять, как дальше располагать цветы. Поэтому пока я отключусь.
Ну, первый цветок я разместила ближе к вишням, немножко туда его нагнула. И вот здесь я добавила еще один листочек ореха на переднем плане, немножко со смещением вот сюда вот к вишне. Вот таким образом это пока что получается. И вот здесь рядышком на переднем плане я хочу разместить еще один ранункулюс. Они у меня получились двух оттенков, белые и такие вот слегка лимонные. Просто здесь было больше желтой краски добавлено, желтый и зеленый. Поэтому они у меня двух оттенков. Какие-то такие более ярче, а эти более белые. И вот сейчас я сюда хочу добавить еще один белый цветок. Выберу, какой мне больше нравится. Вот этот мне нравится. И тоже нужно укоротить стебель. Можно даже побольше укоротить. Здесь не будет слишком длинный. Немножко тоже вот изгибаем в ту сторону, в какую он будет смотреть. Вот так вот он будет смотреть. И здесь тоже прокалываем. И вставляем. Так, не хочет вставляться, туда сизаль попала. Так тоже бывает. Так, вот у нас получается на переднем плане. Здесь красиво выглядывает листочек. Все хорошо держится. Пока что вот так. Теперь нужно куда-то разместить парковую розу. Тоже сейчас посмотрим. Возможно, что она будет вот здесь снизу. Вот так. Сюда тоже нужно будет сделать листочек, чтобы снизу была красивая зелень. Вот здесь снизу мы сделаем листочек. И парковую розу тоже вот здесь, наверное, я сделаю. Ну, сейчас я вставлю, покажу, что в итоге получается. Будет оно там смотреться или нет. Вот что у нас на данном этапе получается. Здесь я разместила еще листочек ореха. Посмотрите, как вот эти листочки великолепно дополняют цветы. Такая приятная зелень красивая. Здесь парковая роза. Да, она здесь великолепно смотрится, ну как нельзя лучше, вот прям идеально. Вот здесь два ранункулюса, парковая роза, вишня. И сейчас вот в этом месте у меня снова напрашивается роза парковая. И где-то здесь еще можно добавить вот такой небольшой листочек. То есть где-то между цветами как-то вот мы сейчас вот его посмотрим и загнем. То есть вот сюда парковую розу и вот либо здесь, либо вот здесь где-то вот еще листочек между цветочками мы вставим, чтобы это все переплеталось с красивой зеленью. Ну вот пока на данном этапе вот так. Дальше сейчас тоже буду распределять цветы и показывать, что в итоге получается, вот какой у нас процесс. Так, на данном этапе здесь роза и здесь. И вот здесь я добавила между розами один листочек. Вот так вот, как вот он встал туда, так встал. Немножко я, конечно, загнула его так, чтобы он посимпатичнее там был. Ну вот так.
Вот как раз вот здесь понятно, почему нужна какая-то вот типа сизаль там или мох, что-то. Потому что вот здесь вот просвечивают, да, стебли. Поэтому и стебли тоже обязательно нужно обкатывать, чтобы не торчали потом голые проволоки. Это будет некрасиво и непрофессионально смотреться. Поэтому лучше делать стебли и какое-то покрытие, чтобы закрывать пену, потому что все это, видите, вот просвечивает там. Все это будет видно, если кто-то будет вот так прям туда вглядываться, и все будет видно. Вот. Теперь вот здесь снова сбоку, вот немножко даже вот, наверное, вот так вверх, не сюда вниз вот так, вишню хочу сделать, но чтобы она не висела вниз, как вот здесь, да, вот тут она у нас как-то сбоку, с краю, а здесь я хочу ее сделать, чтобы она была немножко вверх, вот так немножко уходила вправо, а здесь снизу я еще сделаю ранункулюс, сделаю вот этот, наверное, желтоватый, вот, а где-то вот тут, сзади вот здесь, наверное, я хочу разместить вот эти два бутона. Или бутоны мы уже в конце, наверное, потом будем делать. Посмотрим, где они. Их можно сделать чуть выше, чем другие цветы. Может быть, даже где-то. Бутончики тоже лучше делать вместе, потому что их всего два. Вот здесь бы хорошо смотрелось, но здесь у меня два не войдет, поэтому мы потом их где-нибудь сделаем. Посмотрим, куда они влезут. Вот. А сейчас вот я хочу сначала, наверное, я сделаю ранункулюс вот здесь. И тут тоже нужно добавить листочек. Вот здесь снизу листочек, потом вот я добавлю ранункулюс один. И уже вот здесь сверху я сделаю вишню. Вот. Ну, то есть продолжаем пока собирать, потом покажу, где что будет собрано. Так, на данном этапе половина букета у меня уже собрана. Показываю это лицо. И там, где у нас получается лицо, вишня, здесь, ну, это у меня как главные акценты в букете, поэтому главные акценты размещаются так, чтобы, когда смотрим на лицо букета, чтобы это очень красиво смотрелось, гармонично. Вот здесь я добавила ранункулюс и сюда вишню. То есть две ветки у нас смотрят в сторону, вишня, и одна немножко вверх, вот здесь. То есть нужно разместить как-то так, чтобы это было гармонично и приятно для глаз. И вообще смотрим, да, что цветы прекрасно гармонируют друг с другом. Вишня является ярким акцентом. Кружку я специально выбрала розовую, чтобы она подходила к вот этим парковым розам по цвету. Они немножко, конечно, светлее, но все это вместе смотрится с розовой кружкой очень красиво. То есть на данном этапе вот здесь у нас еще есть место, куда мы можем разместить оставшиеся цветы. Все хорошо, эстетично, аккуратно смотрится. Имеет такой очень приятный вид. Вот. И сейчас мы будем оставшиеся цветы распределять здесь, не забывая добавлять по контуру кружки зелень. Вот у меня осталось всего 4 веточки. Аккуратно будем здесь это все распределять. Ну и по ходу сборки я периодически буду показывать, что в итоге получается. Ну, осталось завершить вот эту часть. Ну, я не стала уже показывать какие-то там отдельные промежутки. Собрала весь букет. Я сейчас еще буду делать фотографии, и в конце видео я покажу фотографии, потому что сейчас, конечно, все оттенки тут искажены освещением, не хватает света, несмотря на то, что снимаю у окна. Так, вот эти бутоны, два, я решила сделать чуть выше, чем остальные цветы. Ну, вот эта ветка вишни, она тоже у нас достаточно высокая. То есть вот получается у нас вот так. Здесь вот с обратной стороны тоже распределила под низ. Вот здесь ранункулюс, здесь вот листочки снизу. Так, давайте, наверное, на свет сейчас я покажу.
Так, вот так вот будет на свет. За счет того, что какие-то элементы выше, букет такой получается асимметричный. То есть не обязательно его делать прям круглой-круглой шапкой. Ну вот все красиво здесь получается, сочетается друг с другом. И все цветы вошли, даже боялась в конце, что чего-то не хватит. Думала, придется еще там что-то доделывать, долепливать, но нет. Все хорошо вошло, все хватило. Вот. То есть у нас получается вот такая красивая композиция. Вишня здесь у нас играет роль прям вот акцента. Это акцент красивый, сочный, спелый. То есть вот вы можете снова наглядно вот посмотреть и убедиться, что вишня прекрасно сочетается с цветами. Смотрится это великолепно. Цветы светлые, пастельные, вишня яркая, темная. Сейчас я буду делать еще фотографии, чтобы можно было посмотреть его со всех сторон. Сейчас мне на видео, конечно, не очень удобно все это показывать. То есть вот такая сборка. Показываю букет снизу. Снизу все у нас вот так. Красиво закрыто листочками. Все хорошо это держится, ничего не выпадает, видите. Поэтому можно даже отправлять такие букеты в другие страны, в дальние регионы. Если кто-то хочет его приобрести, этот букет, нет никаких проблем. Этот букет сейчас у меня вышел, уже с этого момента вышел в продажу. Если есть желающие, с удовольствием вам его упакую, отправлю. По поводу стоимости можно будет узнать в моих социальных сетях, либо на ярмарке мастеров у меня есть магазин, либо в моей группе ВКонтакте, там тоже есть у меня товары, там все цены. Ссылки на мои социальные сети есть в описании канала, и там будет указана стоимость, будут фотографии и цена. Вот, отправляю цветы я в любой регион России и за границу, в частности, тоже в любую страну могу отправить. Вот. То есть, кто хочет себе такую красоту и сам не хочет лепить, может купить у меня такой букет. Также в наличии есть несколько других работ, сейчас доступных к покупке. Вот, спасибо всем за просмотр. Всем желаю удачи. Если кто-то вместе со мной создавал такой букет, скидывайте свои результаты мне в социальные сети. Это вот вид сверху. Так, сейчас попробую показать его еще. Кое-какие детали поближе. Так. Можете делиться со мной своими результатами, повторяю, в социальных сетях. Скидывать мне фотографии, либо в личные сообщения, либо можно прямо на стену ВКонтакте. Вот, обязательно указывайте ссылки на меня, что лепили по моим урокам. Мне будет это приятно. Благодарю всех за участие. Всех тех, кто со мной вместе в моем творческом мире. Кто ставит оценки, пишет комментарии. Всем большое спасибо. Всех люблю. Всем успешного творчества, море вдохновения. Пока-пока.